Примечательный разговор состоялся недавно между российской журналисткой Натальей Ос и представительницей одного из народов Средней Азии. Этот диалог ярко показал, с какой целью приезжают в Россию так называемые незаменимые специалисты, и какое отношение они демонстрируют по отношению к русским и другим коренным народам, а также к нашей стране в целом. История настолько показательна, что мы просто обязаны ею поделиться. Просьба поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Местом действия стала Москва, время – поздний вечер, а конкретная локация – скамейка возле винного магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома. В тот день Наталья Ос поздно возвращалась домой. Проходя привычным маршрутом, она обратила внимание на скамейку, где сидела женщина с азиатской внешностью и лузгала семечки, бросая шелуху на асфальт. Когда я подошла поближе, заметила, что угол возле скамейки был засыпан шелухой. Это была гигантская шелуха от длинных и узких семечек. Она их налузгала. Даже по сравнению со свинством бомжей, которые давно облюбовали дорогущую гранитную собянинскую лавку, это было слишком, делится впечатлениями журналистка. Наталья, живущая в соседнем доме, решила не проходить мимо и сделать замечание: «Девушка, зачем вы бросаете шелуху возле себя? Это некрасиво. В конце концов, кому-то придется за вами убирать. Мы все здесь живем, давайте соблюдать чистоту и сохранять город в порядке». Женщина с азиатской внешностью привела свое занятие и, держа в руках полупустой пакет с жареными семечками, другая половина уже была на асфальте, заявила, что у нее нет пакета, в который можно было бы бросать шелуху. Этот факт ее мало смутил, ведь, видимо, в родном Кишлаке подобное поведение считается нормой. «Журналистка, еще не до конца осознавая, с кем имеет дело, сказала женщине: если нет пакета, то лучше вовсе не лузгать семечки на улице. А если уж очень хочется, делать это у себя дома. И вообще к общественному пространству нужно относиться бережно и не засорять его». И тут, по словам Натальи, началось. Весь вышеописанный диалог меркнет перед тем, что азиатка заявила вслед за этим замечанием москвичке. Как выразилась Наталья Ос, далее состоялся межкультурный диалог, в ходе которого моя собеседница сообщила следующее. Далее тезисно. Улица Ниче, поэтому я могу делать на ней все, что мне хочется, как и любой другой человек. Ваше дело – это ваша квартира и не более того. Я же не у вас в квартире грызу семечки. Москва – это ничей город. Он не принадлежит москвичам. Никаких коренных москвичей здесь нет, кроме разве что самых стареньких бабушек и дедушек. Вы сами сюда все понаехали, понакупали квартир и имеете право устанавливать свои правила не более, чем мы, мигранты. Москву построили не русские люди, ее создал Аллах. Россию построили не русские люди, ее создал Аллах. Абсолютно все страны создал Аллах. Вы просто нацисты, раз говорите, что Москву построили русские люди и Россию создали русские люди. Мы намного лучше вас. Мы чистые. Мы не пьем, не употребляем наркотики, в отличие от вас, русские. Русские – алкоголики. Русские через каждые 5 минут заходят в винный магазин, мужчины, подростки, дети и покупают спиртное. А у нас дети уже с 5 лет помогают матерям по дому. Ваши дети так не делают. Русские высасывают из нас все соки. Вы, русские, отняли у нас Сибирь, и мы вынуждены были стать кочевниками. Это вы нас заставили скитаться. Историю надо учить. Мы просто вернулись в страну, принадлежащую нам по праву, мы вернулись за своим. Эта страна будет нашей. Журналистка, оторопев от услышанного, переспросила, чьей конкретно будет Россия, но азиатка, видимо, поняв, что сболтнула лишнего, повторять сказанное не решилась, сказав лишь в заключении: «Я гражданка России. И я имею здесь точно такие же права, как и вы. Не вам мне указывать, что делать. Захочу, буду на улице ссать. Буду бросать шелуху на асфальт, кричать, скакать». Что новая россиянка, несмотря на поздний час, тут же продемонстрировала. Правда все, кроме первого? Видимо, в тот момент не хотелось. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что это не просто высказывание эксцентричного человека, а вполне конкретная политическая программа, с которой к нам приезжают мигранты. От выражений типа «захочу пассу на улице» до громких заявлений «Россия будет нашей» и «русские забрали у нас земли, сделав нас кочевниками». Эти мысли, скорее всего, не ее собственные. Очевидно, что она была обучена этому. Если принять во внимание результаты опросов ФАДН, которые показывают, что большая часть мигрантов не хочет жить по российским законам, предпочитая шариат, то выводы становятся очевидными и подтверждают слова сенатора Клишеса на Петербургском международном юридическом форуме: «Они хотят здесь жить вместо нас».
Еще более тревожным кажется факт, что существует определенная группа лоббистов, желающих, чтобы русских и других коренных народов России становилось все меньше, а число новых россиян увеличивалось до уровня, когда они становятся большинством. Давайте подробнее рассмотрим эту тему. Согласно паспорту государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики», ответственным исполнителем является руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Куратором программы выступает вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Под их руководством должна быть достигнута цель укрепления национального согласия. Для этого ежегодно до 2023 года государственную поддержку должны получать не менее 40 некоммерческих организаций. Видимо, именно через деятельность этих НКО должно достигаться национальное согласие в России. Кроме того, планируется увеличить долю граждан, оценивающих состояние межнациональных отношений, положительно до 82% к 2030 году. Доля граждан, которые не сталкиваются с дискриминацией по национальному, расовому или религиозному признакам, должна составить 94,2% к тому же году. На обеспечение этих и других целей из федерального бюджета до 2030 года на реализацию указанной госпрограммы в пользу ФАДН выделено более 15,3 миллиарда рублей. Учитывая недавние данные самого ФАДН о том, что почти половина мигрантов предпочитает шариат светским законам, результат данных адаптационных мероприятий очевиден заранее. Да что там говорить, даже на примере этой новой россиянки становится очевидно, что приезжие не собираются интегрироваться и ассимилироваться, они приехали взять реванш. Заместить собою нас – вот ключевая задача программы, которой чересчур разговорчивая азиатка поделилась с журналисткой. Ответ на вопрос, кто их так обрабатывает, не является секретом. Им это вдалбливают со школы, а затем в уже подготовленную почву кидают семена исламистские проповедники. Причем подобные мысли озвучиваются громко, агрессивно, без стеснения. «Я ничего и никого не боюсь». Если бы боялась, то убрала бы за собой. Расставаясь с азиаткой, журналистка пожелала ей идти с Богом. Однако слово «Бог» вызвало у нее очень странную реакцию. «Вы мне желаете, чтобы я отправилась на тот свет?» Оторопевшая от подобной интерпретации, журналистка объяснила уроженке Средней Азии, что в русском языке «идти с Богом» означает, что «иди, добрый человек». Всего тебе самого лучшего. Однако азиатка продолжала упорно стоять на своем. Нет, вы врете, на русском языке это означает, что вы пожелали мне смерти. Это, кстати, к вопросу о прозрачности сдачи экзаменов по русскому языку и зашкаливающему уровню наглости тех, кто якобы сдал его. Впрочем, отмечает журналистка, по-русски ее собеседница разговаривала довольно хорошо. Деталей она еще не различает. Но ничего, научится. Она сдавала ведь не только экзамен по русскому, но и об истории нашего государства. О своих взглядах на Сибирь почему умолчала, задается вопросом Наталья Ос. Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, все, что сказала словоохотливая азиатка, представляет собой универсальный набор намерений и претензий именно к русским, а не к многонациональному населению России. Интересно, что журналистка призналась, что некоторые моменты этой беседы она сняла на видео. Однако новая россиянка пригрозила ей наказанием, если Наталья решится опубликовать видео в сети. Хотя, по словам нашей собеседницы, наказывать ее будет Аллах через молитвы, не покидает ощущение, что в действительности это угроза со стороны диаспор. Возникает закономерный вопрос к тем, кто массово завозит мигрантов в Россию и раздает гражданство за символические тарелки плова. Понимаете ли вы последствия своих действий? Действительно ли вам понятно, кто именно приезжает в нашу страну? Конечно, среди мигрантов есть порядочные, трудолюбивые и дружелюбные профессионалы. Но почему-то кажется, что таких меньшинство. Исходя из здравого смысла, журналистке стоило бы обратиться в полицию и подать заявление на азиатку с просьбой проверить ее на экстремизм и законность получения российского гражданства. В итоге можно было бы депортировать ее из нашей страны вместе с парой пакетов семечек и наложить пожизненный запрет на въезд. Однако мы понимаем, что все это из разряда фантастики. Даже если журналистка и подаст заявление, скорее всего, никто не станет заниматься ее делом. О чем речь? О семечках под лавкой. Серьезно? Вот когда убьют, тогда и приходите. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого все еще не сделали. Всем добра, всем пока!